Всем привет, вы на канале Цирин88, меня зовут Цирин Евгений, я художник, и сегодня я буду рисовать глаз и покажу вам основные какие-то особенности и трудные моменты. В общем, глаз мы всегда представляем как шар, потому что глазное яблоко, в принципе, из себя представляет шарообразную такую материю, которая сидит у нас в глазнице, которая утоплена чуть-чуть вглубь, чтобы не получать никакие механические повреждения. Мы будем действовать довольно условно, поэтому мешаем колер такой серовато-охристый с использованием белила и обозначаем вот это глазное яблоко. Дальше берем темный колер, которым будем рисовать радужную оболочку. Я использую такой зеленоватый, довольно простой колер, но потом мы туда добавим каких-то интересных оттенков и его усложним. И далее мы сразу закладываем вот этот момент, как верхнее веко у нас перекрывает радужную оболочку. В принципе, это такой очень характерный момент, который нужно как бы подмечать. И когда люди особо не всматриваются, часто я замечаю, что делают такую ошибку, когда полностью радужная оболочка сверху не доходит до верхнего века. И отсюда взгляд как делается какой-то такой странный. Конечно, есть какие-то такие приемы, когда вы хотите выразить какую-то эмоцию, удивление или еще что-то. То есть в разных ситуациях иногда случается такой момент. Но в каком-то спокойном состоянии верхнее веко оно всегда будет находить на верхнюю часть радужки и перекрывать ее частично. Я пишу маслом по бумаге. Опять в данном случае использую такой способ, которым мне в принципе нравится лепить объем и как бы моделировать и искать портретные сходства, потому что лишняя масляная основа из краски у меня уходит, она сразу как бы подсыхает, как бы встает, и уже верхние мазки не перемешиваются с нижними. Это очень удобно, я использую такой прием довольно часто. Многие мне пишут, что типа так нельзя делать, но я в этом ничего такого не вижу. У меня есть работы, которые уже пролежали какое-то время и ничего с ними не случилось. То есть прекрасно себя показывает масло. Вот, и, конечно же, я считаю, что тут ничего такого нету. Все будет держаться, все высохнет, будет иметь такой глубокий матовую поверхность, будет очень похоже на гуашь, но это не будет размываться водой, в отличие от гуаши. Ну и в принципе маслом намного удобнее работать, нежели другими красками. Вот, и далее вот мы заложили такой некий участок, с которым будем работать. То есть у нас есть глазное яблоко, радужная оболочка, верхнее веко, нижнее веко, чуть-чуть намечена верхняя часть брови. То есть вот некая такая динамика, по которой у нас будет развиваться бровь, которую мы еще будем искать в процессе. И далее нам нужно найти немного графики, то есть ввести рисунок. Вот, и мы берем небольшую кисть и начинаем намечать толщинку, которая имеет кожаную вот эту вот поверхность. То есть у нас получается как то, что кожа в районе глаза имеет некий разрез. То есть когда у нас глаз век открывается и закрывается, это некая такая складка. И вот эта кожаная складка, она имеет толщину, которую, опять же, многие забывают показывать, или просто не знают. Толщина это довольно весомая, она заметная. Дальше я покажу вам будет образец в профиле, там вот эта ступенечка хорошо заметна, как у нас идет нависающее верхнее веко, потом радужка опускается вниз, и идет выступающая часть нижнего века. Вот, об этом надо всегда помнить, когда вы рисуете глаза. Вот, так мы добавляем потихоньку графики, ищем какой-то рисунок, свойственный тому или иному глазу. Вот то, что я вам хотел показать, то есть шар у нас идет, радужка. И вот когда мы в профиль видим, это хорошо заметно. То есть насколько выступает верхнее и нижнее веко. То есть это две такие ступенечки, которые как бы смотрятся весомым таким объемом, и его нужно обозначать. Вот. Точно так же верхнее веко отбрасывает падающую тень на радужную оболочку и вот этот белок, а нижнее веко будет наоборот принимать свет, когда у нас идет верхний источник освещения, то есть есть источник освещения снизу, там все это будет меняться наоборот. Но это очень такие яркие и характерные особенности, которые вы должны, во-первых, знать, во-вторых, как бы применять это на практике, и тогда ваши глаза будут, похожи на глаза, не будут плоскими, не будет вас что-то в них смущать. Это вот те особенности, на которые следует обращать внимание и которые следует хорошенько изучить и применять на практике. Далее я ввожу графику брови, то есть беру более темный
колер такой коричневатый, среднюю кисточку, это синтетика, наверное, 10 или 11 номер. И вот так вот легким движением обозначаю толщину и некую вот эту динамику развития бровей. И также делаю некий притинок, как у нас развивается вот этот светотеневой рисунок на верхней части, ну, то, что идет вот над глазом. Мы начинаем лепить объем, как бы изучать форму, смотреть за рельефом, как бы понимать и чувствовать, что мы рисуем, для чего и как. Глаз точно так же является одной из частей портрета. Вот, и у меня есть видео с черепом, то есть идет некая большая форма, которую тоже нужно знать и понимать. Вот, и далее идут части лица, то есть там губы, нос, уши. И все это, если вы рисуете портрет, вы должны знать досконально. То есть как общую форму вы должны держать, ловить и лепить. Точно так же вот эти все нюансы, связанные с деталями, вы их должны просто взять, очень тщательно изучить и запомнить раз и навсегда, чтобы применять и чтобы уже не задумываться и не искать. Далее, когда вы рисуете портрет, вы как бы знаете вот эти схемы, знаете строение, и вы просто будете искать те черты, которые присутствуют, свойственны тому или иному человеку. То есть за счет каких-то индивидуальных отклонений искать то портретное сходство, которое с помощью таких приемов и будет передаваться и находиться вами. Ну и, конечно же, все те приемы, которые свойственны обычному рисунку, здесь мы сохраняем. То есть мы обязательно смотрим за пропорциями, меряем. Ну, самое главное, что вам стоит учитывать, это всегда вы должны понимать основы, отношения ширины к высоте или высоты к ширине. И вот так вот вы постоянно сравниваете одно с другим, ищете какие-то закономерности. То есть вот смотрите вот эти пропорции обязательно во всем. На этом как бы строится такой некий академический подход, что в рисунке, что в живописи. Ну а живопись, по сути, это тоже рисунок, только здесь еще добавляется, помимо тонального решения, еще и цветовые какие-то приемы, с которыми мы работаем. И, конечно же, задача здесь усложняется. Так, вот вы можете заметить то, что опять я показываю вот эти две ступеньки, верхнее веко и нижнее веко. То есть у нас сверху попадает свет, далее идет перелом формы, падающая тень, потом идет радужка, попадает опять на выступающую форму нижнего века, она у нас выходит в свет, и далее опять форма переламывается и уходит в тень, но уже не такую конкретную, не такую плотную. Так у нас нижнее веко переходит уже в какую-то скуловую часть. Там у нас мешки под глазами и прочий рельеф, который в зависимости от конкретного человека у кого-то просто сильнее, у кого-то менее слабо выражен. Вот, и таким образом мы кистью находим этот рисунок, лепим объем, что-то меняем. Ну, то есть масло нам позволяет, так как оно пластичное, так как оно у нас длительное время остается подвижным, позволяет нам все это двигать, лепить объем. Ну и, собственно, если мы возьмем другую краску, такую как гуашь, темпера и прочее, то есть там все это сохраняется, такие же, в принципе, у нас есть возможности, но просто, конечно же, они будут отличаться какими-то своими особенностями. Вообще вот этот переход с одной краски на другую, он требует определенного времени. То есть ты пишешь какой-то краской, привыкаешь к ее свойствам, уже знаешь, как она себя ведет, потом переходишь на другую, и, естественно, тебе требуется какое-то время, чтобы просто прочувствовать краску. Это прям неизбежно, то есть сколько бы вы ни писали, все равно это будет. Ну и если мы возьмем акварель, то это вообще отдельная тема. Акварель — это прям своя вселенная, которой надо заниматься. Я что-то делаю иногда акварелью, в основном это какие-то наброски фигур и прочие вещи. Но считаю, что акварель не совсем мое, я туда как бы не лезу, не изучаю. Ну, в той степени, в такой серьезной. Мне больше нравятся плотные краски. Ну, а для набросков иногда бывает очень полезно так переключиться и поработать в другой стилистике. Также хотел обратить ваше внимание на такие особенности. Вот если мы рассмотрим конкретный глаз, который мы рисуем, то есть у нас идет верхнее веко, слева у нас будет слизнячок, мы его сразу обозначаем таким красноватым, потому что он, там капилляры, кровеносные сосуды подходят, и в принципе вся эта зона, она наполнена таким красноватым оттенком, потому что
там вот эти сосуды очень близко подходят, и вообще вся эта зона наполнена в большом количестве. Вот, а справа у нас верхнее веко, и вот что стоит, ну, тоже знать, то, что верхнее веко, оно у нас находит на нижнее веко, как бы перекрывает, лежит сверху. Вот, это такие особенности, которые нужно знать. И вы можете еще посмотреть на белок глаза, то есть он сейчас выполнен довольно плоскостно. Вот, но я его еще буду высветлять, то есть я веду туда еще свет и веду еще падающую тень от верхнего века. То есть у нас идет верхнее веко, его световая часть, его теневая часть, которая слева у нас чуть краснее, справа темнее, потому что там уже у нас ресницы появляются, они бывают довольно выразительные, довольно темные, и поэтому идет некий такой переход. А вот сейчас я положил свет, и у нас, короче, ну вот начинает появляться объем в этой области. То есть чувствуется вот эта некая градация, то есть к низу у нас высветляется, а сверху появилась за счет вот этой границы еще и падающая тень. И также можно дернуть и сделать такой вот эффект, как блик в глазу. Но это мы посмотрим, насколько его сильно там сделать. Пока вот так вот положили, мы всегда его можем подразмазать, посмотреть, насколько он должен быть светлый. Но опять же, он не чисто белый, он там с каким-то голубоватым оттенком замешивается. И вообще как бы чисто белый мы стараемся не использовать. И также я ввожу в радужку глаза немного теплых оттенков, то есть такие зеленоватые теплые глаза у нас получится. И зеленый колер у нас пробегает где-то в коже, но это как бы по таким законам импрессионизма. Он просто там, туда его надо немного ввести, чтобы это не смотрелось так пережарено. Он таким как бы холодным оттенком зажигает вот эту красновато-персиковую гамму и делает ее интересней. Ну и опять же, это пример для таких довольно опытных художников, рисовальщиков, кто уже, допустим, прорисовал геометрию, знает какие-то азы. Если вы только начинаете рисовать, только знакомитесь, просто очень часто так бывает, что люди берут в руки кисть, сразу хотят рисовать портрет. Вот, начните с чего-то попроще, начните с простых объемов, самых простых вещей. Порисуйте чашки, ложки, кружки, яблоки, апельсины прекрасные. Поучитесь просто на таких вещах передавать объемы, пропорции, свет и тень. Вот, и не стремитесь сразу лезть в какие-то сложные предметы, потому что, ну, у всего есть некая последовательность, все идет от простого к сложному, не старайтесь перепрыгнуть. Вот, возможно, у меня позже будет некий логичный курс, надо будет, может быть, пронумеровать прямо уроки и выстроить вот эту вот схему от самого простого до какой-то завершающей части. Но сейчас тоже довольно много интересных видео, которые вы можете найти, зайти как бы в профиль канала и посмотреть там на совершенно разные темы, но уже складывается такая мощная подборка, которая посвящается именно подготовке к переходу к портрету. Вот. Ну и в принципе есть и другие какие-то разные вещи. Про мои творческие работы можете посмотреть, то, что я как бы для себя делаю. Вот. Также есть у меня довольно длинное видео, где я в прямом эфире рисовал работу. Оно почти там 2 часа, по-моему, идет. Но в принципе вот так вот, если вы начинаете, если вам интересно, тоже вы можете посмотреть и взять оттуда для себя довольно много информации. Ну, а если мы вернемся к нашему глазу, то можете заметить то, что довольно плоскостной рисунок у нас стал объемным, то есть из простых локальных плоскостей мы сделали объемные, радужка глаза мы усложнили, белок у нас имеет свет, полутон, тень, имеет падающую тень от верхнего века, ну и все начинает как бы вставать на свои места и выстраиваться. То есть остаются какие-то нюансы, остается как бы посмотреть какие-то особенности, что-то подсмягчить. Ну и вообще работа, когда выходит у вас на финальную стадию, когда вы чувствуете то, что как бы вы заложили основу, которую уже как бы хотели сохранить, тут надо как бы действовать очень аккуратно. И вообще есть такое выражение, как лучший враг хорошего иногда. Ну, в общем, надо знать, когда остановиться, чтобы не испортить работу. Ну вот сейчас можно ввести какие-то такие детальки, типа ресничек. Но опять же, я в такой стилистике работаю, что я не буду прорисовывать каждую ресничку. То есть это все делается такими большими довольно объемами.
все условно. Ну и в принципе в этом весь прикол есть, что глаз у нас, он сам дорисовывает, даже если вы не занимаетесь такими как бы пересчетами. Ему нужны просто какие-то опорные точки, и он из этих точек соберет картинку, и все встанет на свои места. И вот таким приемом я, конечно же, активно пользуюсь, и эта стилистика мне очень близка. Просто я успел поработать в разных техниках, и что-то типа гиперреализма такого делали мы. Вот, но только как бы попробовав все, ты можешь определить то, что как бы тебе ближе. Вот, и также вы можете заметить, то есть сейчас я взял и ввел такой прям почти открытый красный цвет, это кинваль такая теплая, кинваль или кадмий красный, наверное, кадмий красный все-таки больше. Вот, и такие вот штучки, они зажигают, делают нашу живопись интересной и выразительной. Все строится на каких-то нюансах, и работа с цветом — это совершенно прям отдельная такая тема, которой стоит уделять внимание, это тоже очень большой мир, и все это тоже будет у нас отдельные видео, которые будут посвящены именно таким выразительным живописным приемам, за счет которых можно выстроить эффектную работу, и вы, помимо общего, будете наслаждаться каждым мазком и сочетанием вот этих цветов, как их подогнать друг к другу, как зажечь и как играться с ними. В общем, всем спасибо, кто досмотрел до конца, кто ставит лайки, комментирует, репостит. Увидимся в следующих видео.